Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами будем готовить шарлотку. Меня подождешь? Подожду. Привет, друзья! Привет! Сегодня мы снова на торонской кухне Cooking Time вместе с мамочкой для того, чтобы порадовать вас чем-то вкусным по маминому рецепту. Будем готовить шарлотку. Будем делать простую, но очень вкусную яблочную шарлотку. Поехали! Поехали! Сразу раскочегариваем духовку до 180 градусов. Смазываем форму маслом. Хорошенько, щедро смазываем сливочным маслом. Заранее нужно смешать сухие ингредиенты. Мука. Разрыхлитель. Соль, щепотку соли. Чтобы шарлотка у нас была ароматной, добавляем сюда корицу. Очень, кстати, будет добавить также молотый имбирь, чтобы прям празднично и вкусно. Сюда можно добавить даже какао, тогда шарлотка получится в результате шоколадная. В общем, смело экспериментируйте. Подключайте фантазию и получите свою оригинальную вкусную шарлотку. Нам хорошо бы сухие ингредиенты смешать. Вот прям венчиком вот так вот хорошенько все смешиваем. И пока отставляем в сторонку. Да. Яблоки берем вкусные, хрустящие, красивые. Я готовлю, когда шарлотку, кожицу не очищаю, а ты? Я тоже не очищаю. Ну, единственное, нужно, само собой, избавиться от сердцевинки. Сердцевину можно удалить с помощью специального инструмента, ну, а можно разрезать яблоки и удалить ее ножом. Здесь, опять же, все зависит от того, как вы будете яблоки нарезать. Какие яблоки лучше использовать для шарлотки? Есть ли какие-то предпочтения? Они должны быть такие плотные. Я терпеть не могу, когда яблоки в шарлотке развариваются и получаются такие сильно мягкие. Мне нравится, когда они сохраняют хрустящесть. Такие получаются аль денте. Я бы рекомендовал брать яблоки потверже, таких сортов, которым требуется больше времени на приготовление. Ну, в процессе прокручивай, смотри. Все. Яблоки мы нарезать будем кружочками, но на самом деле способ нарезки можете опять же выбирать сами, в зависимости от того, в каком порядке хотите выкладывать их в форму. В общем, здесь также можно включать в себе художника и творить. Нарезать теми же самыми кружочками можно ножом, чтобы они не получались такими толстыми, но они где-то по 4 мм толщиной. А можно, чтобы дело пошло быстрее, использовать мандолину. Мандолинем. Давай сейчас я отмандолиню первое яблоко, а потом ты. Вот мы быстренько нарезали яблоко. Так, складываем их сразу куда-нибудь в отдельную чашку, чтобы они там вместе лежали. Если вдруг у вас такой сорт яблок, который начинает темнеть вот прям моментально, ну, сбрызните их лимонным соком и вот так немножко перемешайте, чтобы они красивее в результате получились, шарлотки. Яблоки у нас готовы, ждут своего момента. Теперь осталось окончательно приготовить тесто. Берем яйца. Так, берем чашу для смешивания. Здесь такой момент. Можно желтки и белки взбивать отдельно. Желтки взбивать с сахаром, а белки взбивать отдельно, тоже с небольшим количеством сахара, и потом уже добавлять в самом конце, для того, чтобы тесто получилось пышнее. Но если у вас есть мощный миксер, можно сразу взбивать яйца целыми с сахаром. Все и так получится достаточно пышно и нежно. Теперь, что касается сахара. Вообще, для того, чтобы шарлотка получилась пышной, румяной, сладкой, сахара здесь должно быть много. Но если вы спокойно переживаете не сильно сладкую выпечку, сокращайте количество. А еще лучше использовать сахарозаменитель. Мы используем смесь сахара и сахарозаменителя, стевии, поэтому количество у нас совсем небольшое. Отправляем все это добро сразу в яйца. И теперь с помощью миксера взбиваем все до воздушной светлой массы. Ну все, по-моему, идеально. Ну вообще идеально. Вот у нас получается такая воздушная, светлая, абсолютно однородная масса. Необходимо просеять сюда сухие ингредиенты. Лучше делать, наверное, это в два этапа. Сначала добавляем половинку, просеяли. Это соль у нас, мы ее тоже туда. Аккуратненько вмешали. Аккуратно, но тщательно, чтобы не было комочков. Хорошо собираем со стенок, с дна и просеиваем оставшееся количество. Ну и, собственно, необходимо все это богатство, яблоки и тесто соединить в форме. Сначала мы небольшое количество теста на дно выкладываем. По дну его распределяем.
треть, вот где-то так, мне кажется, да? Начинаем красиво выкладывать яблоки. Можно, в принципе, и хаотично набросать. Здесь, опять же, все зависит от вашего усердия. Можете выложить как-нибудь красиво и эстетично. Двигаемся В середине. в процессе выкладывания, приподнимая, чтобы яблоки у нас не расползались, чтобы они не лежали, а так стояли в наклоне. Я обычно так не делаю, я нарезаю яблочко на половинки, делю и нарезаю такими полукольцами и выкладываю по спирали. И вот у нас к центру идут уже кружочки все меньше, мельче. Нам нравится, когда в шарлотке больше яблок, нежели теста, поэтому мы не жалеем. Вот такая красота получилась. Красота. Ну и теперь остается все это залить оставшимся тестом. Делаем это аккуратно, сразу не выливаем в одно место, а вот так вот его стараемся Двигаем чашку прямо. распределить, да, в процессе, помогая лопаткой. Так. Вот так вот выкладываем его частями. Теперь, когда все выложили сверху, вот так вот лопаточкой аккуратно проходимся по всей поверхности, немного приподнимая яблоки, так, чтобы тесто ушло между ними, и таким образом у нас яблоки друг к другу не прилипнут. Красиво будет. Вот такая получилась красота. И всю эту красоту отправляем в духовку. В уже разогретую духовку. Выпекаться шарлотка будет 40-50 минут. Она должна как следует подрумяниться. Вот прям хорошенько стать такой красивой и золотистой. Ну и всегда готовность можно проверить какой-нибудь шпажкой или ножом. Втыкаете, если достаете все сухо, значит готово. Ты хотела чашу облизнуть? Я хочу тесто попробовать. Какое вкусное. Тирин! Какая красота получилась. Цветок. А запах это просто бомбезно. Давай пробовать. Ну, подожди, мне кажется, надо чуть-чуть его подостыть, прежде чем закидывать в рот, пока кофе, чай там заварить. Ну, а потом можно будет дегустировать. Шарлотка это хороша, особенно хороша в свежем, теплом еще виде. Можно дополнить взбитыми сливками, шариком ванильного мороженого. Но даже в остывшем виде это просто невероятно вкусно. Ну вы же знаете, это шарлотка. Кто шарлотку-то не знает? Для большей эффектности можно немного присыпать сахарной пудрой. Вот так вот совсем чуть-чуть. Дегустируем твою шарлотку с моими дополнениями. Дегустируем. Давай посмотрим, что у нас получилось. Идеально. И вот мне кажется, имбирь это прям то, что здесь нужно. Он с корицей вместе создает какую-то прям вот праздничность. Яблоки нежные, но в то же время остались хрустящими. И их много, я говорю, мне нравится, когда в шарлотке гораздо больше яблок, чем теста. Поэтому это шарлотка с яблоками. Или яблоки с шарлоткой. Ну и, друзья, как вы понимаете, здесь огромное поле для экспериментов. Можно делать шарлотку не только с яблоками, но и с грушами. Можно использовать разнообразные ароматизаторы, добавлять цедру лимона, цедру апельсина. В общем, друзья, подключайте свою фантазию. Главное, чтобы вам было вкусно. Подробный рецепт, как всегда, сможете найти В блоге. Ссылочка Под видео. там же список ингредиентов. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мамин инстаграм, у нее теперь тоже имеется. Постите там то, что готовите по нашим рецептам. Отмечайте нас, с удовольствием посмотрим, что у вас получилось. С вами были мама, Саша. Cooking Time. Пока-пока. Привет, кукентайщики. Какие смешные. Красивые будем. По маминому рецепту. Я ухо почесала. А ты такая тоже. Добавлять будем. Мам. Ну что, дегустируем. Дегустируем. По маминому рецепту. Шарлоткой. Я что-то завис. И я там что-то. Тоже ты на самом деле, тоже
же ты на самом деле?